Она не сводит с тебя глаз. Кто же это? Давай посмотрим. Новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Мне показано, что многие из вас все-таки не отпустили прошлое. Причем это не говорит о том, что вы вот хотите, к примеру, вернуть своих женщин бывших, да, на которых вы очень обижены, которые у вас порой забирали смысл жизни, которые порой вас обижали, и было такое тотальное опустошение. Да? Это не говорит о том, что вы хотите с ними мириться, абсолютно нет. Здесь такое, знаете, горькое какое-то, горькое разочарование и пустота. Это горечь обманутых надежд, когда вы вспоминаете прошлое. Но почему-то вы вот все чаще и чаще его вспоминаете. Почему вы все чаще вспоминаете прошлое? Потому что на сегодняшний день я не вижу, чтобы у вас было занято сердечко. То есть, если бы у вас была сейчас любимая женщина, когда у вас трепетало, боже, я уже охрипла, простите, много разговариваю. Если бы у вас была любимая женщина, новая женщина, вы бы прошлым не жили, и вы это все прекрасно понимаете. Но вот волей-неволей периодически, и у кого-то даже все чаще и чаще, вы возвращаетесь мыслями к тем периодам, когда было хорошо, когда была любовь, когда вы были счастливы. Кто-то в молодость, может быть, возвращается, да, в детство, там, родители, если они ушли. И вы порой, знаете, сами себя загоняете такими мыслями в угол. Потому что начинаете грустить, начинаете думать разные негативные мысли, появляется какая-то отрешенность, можете особо даже не задумываться о будущем. Причем вы даже, может быть, отпустили как-то вот все события, всю жизнь свою такую пустили на самотек. Вот как идет, так и идет. Я не вижу, чтобы вы активничали, чтобы вы искали прям женщину, землю рыли. Да, вам плохо одному, это однозначно. Но вы не будете ни за кем бегать, вы не будете никого вот прям так в открытую искать. Да, вот вы многие просто сидите, грустите, ностальгируете, вспоминая о прошлом. При том, при всем, что у вас, в общем-то, я не вижу особых финансовых проблем. Вот не вижу. Да, понятно, вы можете сказать, что у вас там есть проблемы, ну, как бы это общий расклад, то я в общем говорю, большинство из вас не имеют финансовых проблем. Давайте-ка как раз сделаем маленький опрос по этому поводу. Вот, ребят, есть у вас вот состояние какой-то отрешенности и пустили вы на самотек вот вашу жизнь или нет? Или все-таки вы еще боретесь, вы пытаетесь вылезти из этого болота, вы пытаетесь, может быть, женщину искать, там что-то делать? Пишите, всегда интересно читать ваши комментарии. Поэтому, знаете, вот я смотрю, и мне как-то грустно даже становится. С одной стороны, самодостаточные, уверенные в себе мужчины, которые могут всегда и постоять за себя и за других, которые могут, ну то есть это о вас я говорю, которые могут быть защитниками, добытчиками, на самом деле вот находятся в каком-то таком, ну что ли, отрешенном состоянии, настроении, да, вот я не вижу здесь каких-то таких, знаете, глобальных планов на будущее. Может быть, даже вас ничего особо не радует. Вот живете, как и живете. День прошел, и спасибо, да? Вот напишите, ребят, вот как часто вы улыбаетесь, как часто вы радуетесь. Давайте вот с этой стороны зайдем. Вот пишите еще, давайте один опрос сделаем. Кто-то из вас, возможно, даже либо же с головой в работу ушел,
Может быть, даже сверх нормы берете работу, может быть, подработку. И не потому, что вы бедствуете, нет, а потому, что ну, хочется отвлечься, чтобы не приходить в этот пустой дом либо квартиру, чтобы не быть одному, да, ну, может быть, там четвероногий друг у кого-то есть, но все равно человеку нужен человек, и вы это понимаете. Грустно как-то, вот сигнификация у нас сегодня началась. Что еще о вас нужно знать? Так, вспыльчивыми стали вспыльчивыми. Нервы вообще не годятся, ребят. Я бы даже советовала кому-то из вас, может быть, реально пропить успокоительные. Нервы вообще не годятся, бессонницы часто мучают. Могут у кого-то из вас на данном этапе быть обостренными какие-то, ну, может быть, сердечно-сосудистые какие-то болезни, да, там с лимфой проблемы, отеки могут быть. Все, что связано с жидкостью в организме. Могут обостриться немножечко суставы еще. Вот почему-то мне по здоровью пошла информация. Много на себе тянете. Это может еще, знаете, проблема по суставам быть, потому что берете много работы, да, плюс еще дома нужно что-то сделать, слишком много впахиваете. Поэтому очень-очень перегруженные вы. Здесь идет такое и моральное истощение, и физическое. Поэтому больше отдыхайте, ребята. Давайте-ка посмотрим, кто же не сводит с вас глаз. Что же за женщина к нам пожаловала, да? Так. Эта женщина однозначно в разводе. У нее тоже была семья, у нее тоже была красивая любовь, когда-то она была счастлива, но потом все-таки начались проблемы, и она развелась. Я не буду особо про нее рассказывать, в принципе, она вам сама все потом поведает. Но она очень сильно хочет любить и быть любимой. Вот ее абсолютно не сломил этот ее развод. Она, ну, скорее всего, моложе вас будет. Может у кого-то проиграться приблизительно вашего возраста. Она такая, ну, больше худощавая. Она абсолютно не крупной комплекции, она не полная. Прическа может быть, ну так, до плеч, да, вот она больше, ну такая, то ли шатенка, может быть русая, она не блондинка, не брюнетка, ну так, как-то серединка на половинку. Она очень заботливая, она очень трогательная. Она такая, знаете, она женственная, вот, наверное, это будет самое такое крутое ее описание. Она мечтает о семье, о новой семье, конечно же. Если, ну знаете, как она думает, я уже просто по-простому, так по-людски вам перевожу язык Таро. Она думает и о детях даже, возможно, если попадется хороший мужчина, да, она не против родить ребенка. Поскольку вы у нее под прицелом, то сюда в ее как бы мечты, желания, да, в эту категорию попадаете и вы. То есть она строит на вас планы, но почему-то пока она боится проявиться. Почему? Она имеет мало информации о вас. Мы к месту не привязываемся. Кто первый раз, может быть, меня смотрит, да, я не говорю, вот вы по работе с ней, либо она рядышком живет, потому что это общий расклад, ребята. И я не могу, вот вас тысячи меня смотрят, я же не могу сказать, вот вы все вместе с ней работаете, но это неправильно. Поэтому вы просто присматривайтесь, может быть, есть такая женщина в вашем окружении, если вам этот расклад подходит. Она яркая. Она классная. Я думаю, на нее, ну, точно ваш глаз падал. Но знаете, почему вы, может быть, еще не подкатывали к ней? Даже если убрать ваше такое вот отрешенное у кого-то настроение, если вы пустили на самотек. У вас может быть, знаете, какое мнение еще о ней? Что вот она такая вся из себя, она такая красоточка, значит, она несерьезная. Вот такие мысли могут быть. На самом деле нет.
Она просто следит за собой, за фигурой, да. Это нормально. Любая нормальная, уважающая себя женщина должна за собой ухаживать, быть красивой, чистоплотной, уверенной в себе, да. Там маникюры, педикюры и так далее. Вы прекрасно знаете, достаточно посмотреть на любую женщину, вот даже в автобусе, там где угодно. Посмотреть на ее руки, да, вот насколько она ухоженная, насколько у нее чистая голова, насколько она там с макияжем, без макияжа, либо же у нее там непонятно что, индеец Чингачгук нарисован на лице, да. И вы прекрасно видите, какая-то женщина. Она стоящая, не стоящая, да, какая она, как она к себе относится, насколько она себя любит. Это все видно. Поэтому могут у вас еще, ребят, даже те, кто и заметил, я думаю, вы сейчас точно поймете, кто это в вашем окружении. Вы ее просто вот не воспринимали всерьез, потому что ну, вы считали даже, что она слишком хороша для вас. Она частенько вами любуется. Она частенько вот как, ну как будто подсматривает, что ли, за вами. Неважно, это может быть даже у кого-то и в интернете проиграться. Знаете, как женщины бывают, подслеживают, если так можно назвать, особенно если у кого из вас есть соцсети. Женщины могут просто заходить на страничку, ну, помимо того, что фотографиями вашими любоваться, они могут смотреть, когда же вы были в онлайне, да. Если мужчина, допустим, весь вечер не был в онлайне, а у девочек-то бурная фантазия. Девочки начинают думать, вот он с кем-то встречается, он где-то с кем-то. Начинают нервничать. А фантазия, поверьте, вы, ребят, вы не представляете, у женщин такая фантазия, вы даже в кошмарном сне не можете представить себе то, что в голове происходит, ну, у всех просто женщин. Природа такая наша. Мы очень-очень такие фантазерки во всем, понимаете? Поэтому может быть, как я уже сказала, вот какая-то слежка такая в интернете. В мессенджерах точно так. Заходит, смотрит там, неважно, Viber, WhatsApp, Telegram, там еще где-то, смотрит, когда же вы были последний раз, тоже может быть, да, где же вы, с кем же вы. То есть она пока любуется с вами со стороны, но она уже строит на вас планы, и причем эти планы серьезные. Она хочет начать с вами жизнь как бы с чистого листа, но ей недостаточно информации о вас. Она может сомневаться, либо же у нее какая-то противоречивая информация о вас, да, то есть она на 100% может не знать, свободны вы, не свободны, готовы вы к отношениям, не готовы. Ну, то есть у нее такой немножко хаос может быть по этому поводу в душе, в голове, и она теряется, пока ей остается ну, такой влюбленный взгляд на вас бросать. Она очень жаркая. Ой, ребят, кто из вас согласится с ней быть? А я думаю, все-таки, но здесь будет у кого-то из вас 100% с ней и страсть, и отношения, да. Вот здесь будет какое-то такое проявление, причем будет ситуация, что вот не будет именно конкретно ее шаг, либо конкретно ваш шаг. Может быть, это будет какое-то, ну, я не знаю, ну, какое-то там, я не знаю, день рождения, к примеру, да, ну, либо еще какое-то такое общее дело, да, может быть, вы вместе будете сидеть и завяжется разговор о том, о сём, да, и вы после этого начнете сближаться, и оно потечет все как по маслу. Но пока она к вам присматривается. Ну, держитесь, ребята, она женщина-огонь. Бобики точно скучать не будут, бобики точно будут визжать от восторга, но это даже не обсуждается. Ну, женщина-огонь, ну что я могу сказать? Вы представляете, что такое активная женщина? Многие из вас уже подзабыли, что такое активная страстная женщина. Многие, возможно, даже не знают, что это такое активная страстная женщина. Напишите, ребят, кто не знает, что такое страстная женщина. Вот сейчас немножко вас, вот я не знаю, мне хочется подразнить вас. Вот она относится к таким женщинам,
Но это когда у вас будут с ней отношения, да? Вот если вы рискнете, если вы поймете, у кого срезонирует этот расклад. Эта женщина, помимо того, что у нее никогда голова не болит, она может импровизировать, она может приставать к вам где угодно, она может, ну даже в таких местах, да, ну прям не совсем уж людных местах, да, то есть она такая экспериментаторша. Она может полностью даже порой брать инициативу на себя. Поэтому, ну, здесь такой огонь, здесь такая страсть будет пылать. Ну, у меня просто нет слов. Эта женщина вас, вот кто дойдет до такого общения с ней, эта женщина вас влюбит даже своими способностями. Помимо внешности, да, она влюбит своей вот такой вот жаждой к жизни, своей такой какой-то огненности, да, своей активности такой. Она вас просто заразит своей энергией. Это будет ваш такой, знаете, огонечек, который разгорится в огромный пожар, причем пожар в хорошем смысле слова. Это будет пожар, который вы не захотите тушить. Единственное, вот мне опять-таки показывает, ну, в общем-то, это довольно нормальная такая проблема будет у кого-то из вас. Вы можете переживать, что, опять же, финансов у вас недостаточно. Это у нас очень часто показывает в раскладах, потому что это, ну, такая больная тема многих мужчин. Они почему-то, вот, ну, ребят, вот почему вы постоянно думаете о том, что вы женщину не потянете финансово? Далеко не все женщины хотят иметь миллионы. Есть женщины, которым, ну, достаточно, да, ну, когда у мужчины средний заработок, допустим, да, они нормально себя чувствуют. Поверьте, есть женщины, которые не смотрят на ваши машины, квартиры. Кто-то скажет, что нет, такого не бывает из области фантастики, но я лично знаю таких женщин, которые вот на сегодняшний день встречаются с самыми обычными мужчинами, без джипов, без каких-то хоромов, без миллионов. Самые обычные мужчины, которые не могут им там шубы и золото покупать, понимаете? Но они потрясающие, как люди, они потрясающие, заботливые. Вот эти женщины, как рассказывали, ну, я иногда вот слушаю, думаю, ну, елки-палки, ну, это фантастика, да? Ну, неужели такое бывает? Неужели бывают такие вот простые женщины, бескорыстные такие? Вот она говорит, он меня обнимает, там, он меня прижимает, и я уже балдею, мне так классно. Мне не нужны рестораны, мне не нужны заводы, пароходы и все остальное, понимаете, ребят? Поэтому есть такие женщины, да, их мало, но вот это вот из этой серии. И не нужны ваши деньги. Поэтому не заморачивайтесь. Не заморачивайтесь. Вы это поймете, когда вы рискнете с ней начать отношения. Ну и, как я сказала, отношения будут очень активные, очень горячие. Но пока она не сводит с вас глаз. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!